Приветствую всех, добро пожаловать на новом выпуске подкаста Russian Progress. Это подкаст для изучающих русский язык. И я сегодня записываю этот выпуск в лесу. Но не просто в лесу, я решил притащить с собой шезлонг, потому что не хватало какой-то эпичности. Надо было добавить эпичности, да и вообще, я думаю, что холод — это не повод не наслаждаться жизнью. Единственное, что мне не хватает тут коктейлей, но все это тащить было уже довольно сложно. Я думаю, оно того стоит. Если вы слушаете аудиоверсию, а скорее всего вы слушаете аудиоверсию, то на Boosty, Патреоне вы найдете также видеоверсию, где будут всякие картинки, видео дополнительные. Потому что сегодня я буду рассказывать вам о своей поездке на Кавказ. Я посетил Армению, Грузию, ну и проехался по югу России. Вот. И сегодня вам обо всем этом расскажу. Там, собака бегает. Черт! Котем! Можно я встану? Ну и я совсем забыл сказать, что я провожу уроки по разговорному русскому. Если хотите тоже развивать свое говорение на русском, хотите обсуждать интересные темы, то записывайтесь ко мне на Boosty. Есть абонементы, урок в неделю или 2 урока в неделю. Ну или если хотите разовые уроки, то можно на сайте записаться. Я накидал небольшой план и буду следовать этому плану. Первый момент. Сначала мы прибыли в Ереван. Это столица Армении. Я там уже был. И я там был 4 года назад, когда еще наши карты работали, все было супер просто. Ты просто приезжаешь в страну, тебе не нужно обменять деньги, ты берешь сим-карту, у тебя есть интернет, ты едешь себе на Яндекс.Такси, это наш сервис такси, и да, все было классно. Сейчас в этот раз надо было менять деньги. Ну, это единственное, наверное, отличие такое кардинальное. Ну, даже это небольшая проблема, в целом было все достаточно удобно. Так вот, мы прибыли в Ереван. Я не сказал главного, что когда я приехал в Ереван 4 года назад, первый раз, я многого не ожидал от этого города. Я думал, что, это такой простенький городок, что-то типа большого Адлера. Адлер — это пригород Сочи у нас в России, и этот город славится тем, что там много хаоса, там много какой-то торговли, много суеты и не очень красиво. Вот. Хотя сейчас это не так, уже Адлер меняется в лучшую сторону. Ну и когда я приехал в Ереван, я тоже разбил этот миф, потому что Ереван оказался очень приятным городом, с большим количеством дореволюционных зданий исторических, стильным городом, с огромным количеством классных заведений. В общем, мне там понравилось. Было приятное впечатление. Такой мини-Будапешт. Ну, окей, там мало общего с Будапештом, но все равно город зеленый, город приятный. Хотя эту зелень я тогда не увидел. Я приезжал что в прошлый раз в декабре, что сейчас в январе. Но даже тогда было, по сравнению с Сибирью, очень комфортно и тепло. Так вот, все началось с того, что мой друг Дима предложил мне съездить сначала в Сочи. Я такой думал, не знаю, в Сочи я был 100 раз, как-то, не знаю, не особо хочется. Потом, говорит, поехали, окей, в Ереван. Я такой, в Ереване тоже я уже был. Давай что-то новое, давай в Грузию или в Азербайджан. А поскольку он работает в авиакомпании S7, там у него льготные билеты, и он может летать дешевле через эту компанию, и не было рейсов в Тбилиси. В Грузию они не летают, эти авиалинии. Был вариант полететь в Азербайджан, но это было далековато. Ему нужно было встретиться с отцом в Сочи, да, то есть и проездом он хотел еще захватить какой-то новый город. В общем, от Азербайджана до Сочи далеко. Ну и в целом на фоне того, что в том регионе была авиакатастрофа, как-то не особо хотелось. В общем, приняли решение лететь в Ереван. Я посмотрел, что до Тбилиси там недалеко, и мы могли погулять там пару дней в Ереване, встретиться с нашей подругой Лианой и поехать дальше. Я поехал бы в Тбилиси, а Дима полетел в Сочи к отцу. Так мы и сделали. Собственно, пару дней мы провели в Ереване. Все было замечательно. Так, сейчас, что я там написал? В Ереване после Новосибирска, конечно, было тепло, но не так тепло, как я думал. Я не ожидал, что будет прохладно. Я не брал с собой даже кофту. Я думал, мне хватит одной зимней куртки. Но да, я там прям мерз. Было холодно, но было солнечно. Вот, что классно. Давно я здесь не видел солнца в Сибири. Все говорят, что в Сибири солнечно, но вот последний месяц солнца я не видел. А там было солнечно, и это было супер.
Просто как я обожаю, когда ясное синее небо, господи. Да, мы заселились там в хостел. Хостел был прекрасный, стоил где-то 1000 рублей, чуть больше 1000. При том, что там была кухня, там был завтрак, там была общая зона. Там, в принципе, было приятно. Это было недалеко от центра. Я обязательно подпишу этот хостел, укажу его где-нибудь, потому что это замечательный просто и сервис, и все по-русски говорят. Также, что порадовало вечером, это новогодние украшения. Адлер, блин, Ереван очень хорошо украсили. Любо-дорого было посмотреть на это. Ну и как я уже сказал, в Армении, в Ереване все, в принципе, можно делать на русском. Сейчас огромное количество релокантов, огромное количество русских там, и туристов, и живет кто. Поэтому русский язык ты слышишь там постоянно. Ну и с армянами можно вполне тоже говорить на русском, они все прекрасно понимают. Единственный раз у меня был эпизод еще вот 4 года назад, когда я пришел в какую-то модную кофейню, и там обычно в таких местах люди более прозападные, там они не особо стремятся говорить на русском, ну, вот молодые люди некоторые. И там, да, я обратился на русском, мне сказали, что типа «Sorry, English, please». И вот тогда я перешел на английский. Но это был один раз. Ну, в Грузии другая ситуация. Так что если вы хотите поехать в более такую русскоязычную страну, выбирая между Грузией и Арменией, то лучше езжайте в Армению. Да, как я сказал, мы там встретились с Лианой, с моей давней знакомой. Мы с ней виделись первый раз 4 года назад, и вот второй. Девушка прекрасная, умная, работает дизайнером. Всегда приятно встретиться. Мы пошли в кофейню. Там, кстати, я не знаю, вроде как русские открыли эту кофейню. Там был русский официант, или кто это? Бармен, бариста. И в итоге у нас была возможность спросить у него, а как вообще тебе тут живется, потому что он там живет 2 года. Там все еще ходит эта овчарка. God damn. Ну и он рассказал, что у него никогда никаких негативных ситуаций не было, никаких притеснений по национальному признаку. Единственный раз ему сказали, типа, какие-то пьяные мужики, что ты сюда приехал. Ну вот за 2 года это разовая такая ситуация. В остальном он чувствует себя нормально там. Ну и да, я думаю, многие там живут, пережидают кризисную ситуацию в России. И, ну, на самом деле их можно понять. Как видим, там работает интернет хорошо. То есть, что мне очень понравилось, это то, что все сайты, которые мне нужны, на которые я захожу каждый день, это YouTube, это Patreon, это Instagram и это TikTok, они все работают без VPN. Господи, это так приятно не включать VPN. Ну и в целом приятное впечатление. Тепло, ну, относительно вот этого всего. Тепло, нормально работает интернет, солнечно, стильно, полно кофеен, полно заведений, полно ресторанов. Все прекрасно. Мне очень понравилось в Армении, в Ереване. Я бы даже, может, там провел некоторое время. Ну и дальше настало время ехать дальше. На следующий день, то есть я там был 2 дня, и вот на 3-й день я собрался поехать в Грузию, в Тбилиси. Я собираю страны, и для меня было очень важно посетить и эту страну в том числе, потому что она на слуху, многие говорят, многие там живут из русских, и надо было своими глазами увидеть, каково там, хотя, конечно, я знал, что там царит некая русофобия, что там написано на стенах Russians go home и так далее, и похуже вещи, и всякие флаги, и европейские, и украинские, и прочее. В общем, все это я знал, но надо было посмотреть своими глазами. Ну и в целом Тбилиси — это исторический город с огромной, богатой историей, это все видно, когда туда приезжаешь. Ну и да, я забронировал на каком-то российском сайте, взял билет на маршрутку или на автобус. Ну, я думал, это автобус, на самом деле это была маршрутка. Маршрутка, она меньше. Ну, такой бус, типа какой-то Мерседес старый или что-то вроде того. И я, по идее, должен был доехать на метро до туда. То есть это уже было после 6 утра, метро работало. Но когда я спустился в метро было закрыто. И у меня не было интернета. У меня через полчаса отправления, мне нужно ехать до этого места. И мне пришлось включать роуминг и вызывать такси. Ну, как бы ничего страшного, я решил эту ситуацию, но в принципе я мог не уехать. Вызвал Яндекс.Такси, то есть тоже приложение, что в России, очень удобно, ну и заплатил наличкой. Доехал до точки, увидел машину, сел и поехал. Помчал по Армении в сторону Грузии. Ну и ничего супер вау я не увидел, не знаю, может быть есть какой-то другой регион, где какие-то виды, горы и так далее, но вот пока я ехал, ну все было плюс-минус обычное.
параллельно спал, параллельно смотрел. Ну, я вообще люблю такие поездки. Обожаю ездить на автобусах куда-то. Сидишь себе, смотришь в окно, спишь, что-то слушаешь подкасты. Слушал подкасты на английском. Ну и вот, подъехал к границе. Первое впечатление, вот когда проходишь армянскую границу, ну, все довольно простенько, таможенный контроль в смысле. Когда проходишь грузинский, ну, уже как будто что-то такое более развитое, потому что ребята стремятся в Евросоюз, все так стильно, все клево, везде вот эти вот, здесь помог Европейский Союз нам, везде флаги. Таможня мне понравилась. Я подумал, что все, сейчас пересеку границу, и все будет стильно, классно, развито, круто. Но на самом деле, когда ты пересекаешь границу и едешь уже по Грузии до Тбилиси, вплоть до Тбилиси, все то же самое, что в Армении. То есть никакого вау-эффекта не было. Также какие-то развалины, какие-то старые домики, какие-то старые магазины есть. Ну нет, нового ничего нет. То есть новые появляются только-только вот, когда ты прям к Тбилиси подъезжаешь, тогда появляются какие-то новые дома. А так все сельская местность, по сути. Но когда ты приезжаешь в Тбилиси, когда ты выходишь и смотришь на этот город, вау, вот тут уже начинается восторг. То есть реально этот город можно сравнить с, я не знаю, Барселоной, с Мадридом, с каким-то европейским городом. Понятно, я немножко преувеличиваю, но все равно есть такое впечатление, что это исторический город, что он комфортный, что он приятный, он красивый. Там огромное количество зелени, платаны. Блин, как я люблю платаны. Река, ой, историческая застройка. Блин, я был в восторге, честно. Вот первое впечатление очень хорошее. Алло, привет, Рит. В общем, да, я сейчас записываю видео в лесу, я взял у бабушки телефон, чтобы там у меня текст был, вот, поэтому я через полчаса где-то буду дома, и бабушке, ну, скажу, чтобы она тебе перезвонила, вот. Чё, как у тебя дела? Видео, да вот про Кавказ, поездка была. Вообще все супер, все понравилось. Тбилиси красивый город. Не, Баку не был. Ну вот тоже хочу. Ну, тепло там было градусов 10 где-то. Да, плюс в Сочи было плюс 17 вообще. Я взял шезлонг, я решил, ну, не просто сидя на корточках или на стуле записать видос, а прям шезлонг вот такой, знаешь, как будто я на пляже. И сижу сейчас в лесу, в сугробах на этом шезлонге. Реквизит для съемок. Бабушка тоже оценила. Так, возвращаемся. Позвонила тетя путешественница из Австралии. Это святое. Я уже начинаю замерзать, если честно. Надо было еще один плед брать сверху. Так, мы остановились на Тбилиси, да? Да, в общем, Тбилиси прекрасный город, такой южный Петербург. Огромное количество исторических зданий, которые напоминают здания в Петербурге. Это неспроста, потому что эти здания были построены во времена Российской империи, как и многие в советское время. Хотя сейчас курс у Грузии такой, немножко от этого отдалиться. Там есть всякие таблички о том, что здесь советский режим подавлял протестантов. Ну, в общем, идеологически они, конечно, смотрят на Запад, хотя сейчас вроде как меняется направление у них обратно в сторону России. Я не знаю, если честно, не особо слежу. Я там чувствовал себя достаточно комфортно, никаких проблем у меня не было. Половину времени я говорил на русском, половину на английском с кем-то. Ну и вот, давайте приведу пару примеров. Когда я только прибыл, я гулял по одной из таких туристических улиц, и там меня зазывали, приглашали покушать на русском. То есть, здравствуйте, приходите, пожалуйста, там. Ну, я сказал, что да, конечно, попозже обязательно зайду. Ну, я, честно, не хотел, потому что, ну, в таких вот, где зазывают, где нужно зазывать, обычно это место не супер. Ну, в общем, я прошелся там по округе, посмотрел, что ничего нет, а я уже после дороги подустал, проголодался, хотел поесть. Ну, в итоге я оказался снова на этой улице, и меня снова подловила эта женщина, что вот вы же говорили, что придете. Я такой, ну ладно, давайте. В общем, я сел, заказал шашлык. Было не очень, потому что, ну, опять же, это туристическое место, и сверху была комиссия 18%. И заплатил я в сумме где-то $20, ну, 2000 рублей, если не больше. Короче, дороговато, если честно. Тем не менее, все это было на русском, там вот эта девушка говорила на русском, парень говорил на русском, еще там другие зазывалы говорили на русском. Это первое впечатление, что вот в такой стране, где вроде как не дружелюбны по отношению к русским, там приглашают тебя поесть на русском.
Ну и потом я пошел в кофейню, там было название этой кофейни или какая-то историческая надпись на латинице и на кириллице. Я думаю, ну окей, надо поддержать кириллицу. Захожу, и оказалось, что это кофейня, которую открыли русские. Там девушка была славянской внешности или просто европейской внешности. Я и другая девушка местная, я говорю гамарджоба, это привет по-грузински. И потом стою, не знаю, что дальше сказать, на каком языке, на английском, на русском. Ну, в общем, он спрашивает на русском, что для вас? И я говорю, что да, мне маленький капучино, пожалуйста. Ну и говорю, у вас прекрасный русский язык. Она такая, ну, может быть, потому что я из Беларуси. Я говорю, я шучу. И да, я спросил у нее, как ей тут. Она говорит, что, ну, менее тревожно, не так тревожно, как в Беларуси. Ну, я сказал, что да, я там недавно был, и было пустовато. Пустовато, мало людей, потому что многие просто разъехались по всяким странам. Ну и вот, в общем-то, буквально за полчаса, за час пребывания в Грузии я уже успел поговорить на русском. Ну и дальше я пошел на другой берег, в более исторический. Там, ну, я узнал, что это на самом деле... Блять, мне уже холодно. Прекрасный кофе, прекрасный персонал. Ну и там я узнал, что это не центр. Центр на другом берегу, я пошел туда, там же у меня был мой отель забронирован уже. Я бронировал на букинге, но не оплачивал сразу, то есть оплата при заселении, что было хорошо в итоге, потому что я не заселился туда, но это спойлер. Я вышел в центр города и вау, то есть то, что я видел до этого, меня уже впечатлило. Так я еще оказался в еще лучшей, в еще более богатой, интересной среде. Я попал на главную улицу с этими огромными зданиями. Кстати, очень много граффити, очень много всякой писанины, прям как будто я был в Европе. Как будто я был в какой-то Греции, то есть очень много всего исписано прям. Ну и вот, мне так понравился город, что я не стал заселяться сразу, я пошел гулять с этой тяжелой сумкой. Я ходил по городу, наслаждался этим городом. И когда уже стало вечереть, уже часам к 5, я подумал, что пора бы, наверное, заселиться, потому что не хотелось бы в незнакомом городе гулять ночью, гулять вечером и не заселиться, поэтому я пошел заселяться. Ну и когда я пришел в свой отель, оказалось, что администратора там не оказалось. Там не было администратора. Я попытался как-то с ним связаться через жильцов. Там был человек, который там проживает. Мы пытались дозвониться до администратора, но он ушел. И, как мне сказали, он уже спит. Типа, все, он отработал. Ну, я не стал ждать, я посмотрел на карте, что есть рядом какой-то хостел, вроде прикольный. Пошел до этого хостела. Подхожу к хостелу и вижу, первое, что я вижу, это Fuck Russia. Надпись Fuck Russia, украинские флаги. И вообще это, в принципе, был как будто украинский район. Там была улица Тараса Шевченко, улица Леси Украинки. В общем, я выбрал лучшее место для проживания, в кавычках, as a Russian. Ну и, как вы поняли, я не стал заселяться в этот хостел. Я пошел дальше по улице и увидел там 3 звезды. Увидел 3-звездочный отель, захожу туда. Я думал, что будет дороговато, но все же я решил зайти и спросить. И я спросил, мне сказали, там была женщина такая пожилая. На русском я у нее спросил, она мне сказала, что стоит что-то около 4000 рублей номер. Ну и все, замечательно. Я туда заселился, сразу оплатил. Мне все очень понравилось. Замечательная, шикарная, мягкая кровать. В номере душ, в номере туалет, чайник, холодильник, телевизор. Все на высшем уровне. И стоило всего 4000, и было плюс-минус в центре. Немножечко отдохнул и пошел гулять. Гулял, брал кофе и старался взаимодействовать с местными, общаться. Ну и когда я там в одном сквере взял кофе, смотрю, сидит девушка славянской внешности, я к ней подхожу, говорю: привет, ты случайно не из России? Она говорит: да. Ну и тут мы зацепились с ней языками, то есть начали диалог. Начали говорить о ее жизни в Тбилиси. Она живет там пару лет, снимает квартиру, вот, довольно дорого там, в Тбилиси, но есть очень классные варианты с видом на деревья, зелено, у тебя там собака, не знаю, там очень много собачников, ты идешь гулять с этой собакой по этим улочкам, ну, можно там устроить жизнь неплохо. С ней поболтали, позитивная такая девчонка. Ну и потом я пошел гулять дальше. Ну и как бы все вот эти люди, с кем я общался, они были такие, очевидно, либерально настроены. То есть, что вот я уехала, в России все плохо, Россия там превращается в Северную Корею. Ну, я как бы не стал с ними спорить. Ну, у людей такой выбор, такое мнение, почему бы и нет. Но вот там такой в основном контингент. То есть, если у вас какие-то супер пророссийские взгляды, то Грузия, наверное, не для вас. Пока что. Ну и пока гулял, я увидел там протесты. Ребята
толпой собрались, шли по главной улице с грузинскими и европейскими флагами. Я так полагаю, они протестовали за европейскую интеграцию, потому что сейчас правительство сменилось на более такое лояльное к России, и вот они хотят показать, что они хотят в Европу. Были там еще протесты на следующий день, к сожалению, я это не заснял, но это было уже прикольно в том плане, что они собирались, там очень много молодых людей, у этих людей какая-то надежда в их глазах на то, что что-то поменяется, они вступят в этот Евросоюз, хотя непонятно, ну вот, допустим, они вступили, у них же даже нет границы с Евросоюзом, они уже могут туда летать без визы, то есть для чего туда дальше идти, как бы я не совсем понимаю. Но не суть. В общем, там очень много молодых людей, которые верят в то, что что-то поменяется, у них есть надежда. Они поют там национальные песни, они супер национально ориентированы, то есть все с грузинскими флагами. У нас же, ну, понятно, сейчас протестов нет, и поскольку власть достаточно консервативная, молодежь, многие не так часто ходят с российскими флагами, скажем так. То есть ты реже это увидишь, чем вот в той же Грузии. Ну и была возможность понаблюдать за вот этой демократией, где вот идет толпа этих протестующих, за ними едут 2 машины полицейских, которые охраняют этих протестующих, и сзади колонна машин, такая пробка. То есть они как бы показывают, что мнение этих людей важно, что вот они высказываются. Ну, это было необычно, скажем так, для меня увидеть. Интересно. Так, надо заканчивать, потому что я уже замерз. Был забавный еще случай, когда я там зашел в одну кофейню, тоже взял кофе. Когда я заходил, это уже было вечером, на меня так пристально смотрела женщина, которая там сидела. Я зашел, спросил, ну, сначала сказала «хай», она говорит «хай». По ее акценту я понял, что она русская. Я говорю, блин, тут не совсем понятно, на каком языке говорить. Она такая... Ну, во-первых, надо говорить гамаржоба. Во-вторых, надо говорить на английском. Мне это говорит русский человек. Я попытался у нее спросить вообще, а как вам здесь живется, нравится там или нет. Она такая, ага, будем, значит, вот так вот, да? Значит, вот так вот сразу, да? Я говорю, ну, да, почему нет? И она сказала, что, ну, во-первых, вам надо было спросить, как долго я тут живу. И тогда бы я вам сказал, что живу я здесь 9 лет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что мне здесь нравится. Вот, ну, в общем, диалог так себе был. Я спросил у нее, откуда вы? Потому что мне интересно, откуда берутся такие люди? И она сказала, что она из Петербурга. Ну вот, в общем, было такое взаимодействие. И было еще взаимодействие... Опять же, в кофейню зашел уже в какой-то день. Когда я сел в кресло, была группа ребят, женщин, которые заходили, и как будто парень, официант, им сказал «пожалуйста, проходите». То есть вроде они были русские, он сказал «пожалуйста». Может быть, мне послышалось. Но, в общем, когда я к нему подошел и обратился к нему на русском, он посмотрел на меня вот так, сказал «what?». Я перешел на английский, спросил у него дальше, но после этого я решил все-таки взять вещи и уйти, потому что вот это «what» мне не особо понравилось. Но в целом нормально, то есть где-то можно на русском. Вот опять же, я думаю, ну все, окей, буду на английском. Говорю, hi, can I have a small cappuccino? И такое чувство, что я там только кофе питался. Ну, на самом деле, там сложно было найти какую-то еду. Ты не знаешь мест. То есть есть какие-то крутые места, но их нужно знать, нужно искать. А я вот так вот случайно гуляя по улице, ни на что не натыкался, и я там то какие-то брал... какую-то выпечку брал, какие-то беляши, какие-то самсу, что-то еще там брал, то я там еще где-то. Ну, короче, в основном я там питался кофе. В общем, обратился, говорю, can I have a small cappuccino? Она говорит, да. Я такой говорю, как вы поняли, что я не англичанин? Она говорит, по акценту. Я говорю, а вы как выучили так русский? Она говорит, что я из Армении. Так что, ну, на самом деле 50 на 50. Очень много видишь русских, очень много слышишь русский язык. И, соответственно, многие там знают русский. Поэтому... не сказал бы я, что вообще там страшно говорить на русском. Это неправда. Короче, я прогулялся. Мне все понравилось. Тбилиси прекрасный город. Всем рекомендую. Я бы туда обязательно приехал еще на подольше. Ну, вот такая знакомительная была первая поездка. Мне понравилось. Еще вот про Грузию. Вот интересно, вроде как, с одной стороны, такая неприветливая страна по отношению к России и к русским, но мы можем туда поехать без визы на год. То есть даже в Армению ты можешь приехать на 180 дней, а в Грузии это 365 дней. Второй момент, там есть Яндекс.Такси, там везде обменники,
там везде какие-то надписи на русском. Ну, ладно, не везде, но есть приглашения на туры на русском. Русских флагов, конечно, я там не увидел, но все равно часть населения знает русский язык и пользуется этим русским языком, приглашают тебя занести им денег. Так что неоднозначно не сказал бы я, что прям супер какая-то антироссийская страна. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Были ли вы в Грузии, в Армении, вообще на Кавказе? Как вам там? Ну и на следующий день я поехал дальше на автобусе во Владикавказ. Это ближайший город, такой более-менее большой, ну, областной центр Северной Осетии. Стоит отметить переход границы, то есть вот эта таможня со стороны Грузии, она была такая довольно стильная, но уже российская выглядит не так стильно, к сожалению, потому что хотелось бы, чтобы, когда ты въезжаешь в Россию, с любой стороны, чтобы визуал транслировал, насколько это мощная и крутая страна. Но, к сожалению, пока это не везде так. Это однозначно так, если вы поедете в Москву, если вы поедете в Питер, если вы поедете по другим большим городам. Но вот по поводу каких-то муниципальных объектов, государственных объектов, не все они пока супер красивые, увы. Но, в общем, я приехал во Владикавказ, я в этом городе уже был. Главная его особенность — это вид с центральной улицы на горы. Вообще город опоясан горами. Это красиво. Буду уже ускоряться, потому что замерз жутко. Так что да, на Владикавказе не будем долго останавливаться. Ну, я, собственно, там и долго не останавливался. Я уже сразу же практически взял билет в Нальчик. Нальчик — это Кабардино-Балкария, областной центр, опять же. И если Северная Осетия — это христианская республика, как и Грузия, как и Армения, это христиане, то Кабардино-Балкария — это уже мусульманская республика. И, в общем, я там не был. У меня осталось 3 региона, где я не был на юге России. Один из них — Кабардино-Балкария. Приехал я туда, в город Нальчик. Прекрасный город. Вообще ничего не ожидал. Оказалось, что это супер стильный, супер ухоженный городок, в котором есть что посмотреть, в котором огромные парки, общественные пространства, заведения, все супер. Очень приятное впечатление, и всем рекомендую посетить Нальчик. Понятно, что в эти регионы едут в основном смотреть природу, но и сам город мне тоже очень понравился. Жил там в хостеле, хостел тоже прекрасный. Все, пиздец, голос пропал. Ла-ла-ла-ла-ла. Потом я поехал в следующую республику, где я не был, это Карачаево-Черкесия, и Черкесск уже был не таким крутым. Единственное, что было крутое, это отель, в котором я разместился. Там не было хостелов, не было ничего, был только отель, поэтому я забронировал себе хоромы шикарные. Я даже записывал оттуда рилс. Сам по себе город достаточно обычный, ничего особенного я там не увидел. Ну и настало время ехать в Сочи, потому что из Сочи у меня был вылет в Новосибирск. Из Черкесска было довольно сложно выбраться. Мне пришлось ехать сначала до Ставрополя, город рядом, из Ставрополя ехать в Сочи через Краснодар. Когда я приехал в Краснодар, все это было на автобусе, достаточно долго, но тем не менее, я приехал в Краснодар ночью, у меня была возможность по нему проехаться, а Краснодар — это город, в котором я жил несколько месяцев, мне было интересно посмотреть на этот город. Ну и после Калининграда, конечно, уже смотришь на Краснодар немножечко так, типа, я что тут жил? Ну, город зеленый, город классный, но, конечно, он не сравнится с Калининградом. Все гораздо проще. То есть маленькие исторические дома и огромные свечки, рандомно расставленные. Все как-то хаотично и не гармонично, и не знаю. В общем, я не понял, за что я так любил Краснодар. Возможно, стоит туда приехать весной или осенью, когда здесь уже холодно. Но, в общем, такое впечатление о Краснодаре. Ну и приехал я в Сочи. В Сочи было, вы не поверите, плюс 17 градусов. Сейчас на улице, наверное, минус 10, если не минус 15, а там было плюс 17 градусов. Это было главное впечатление, и насколько же там было приятно в этом плане. Море, спокойствие. Но, наверное, слишком все-таки спокойно там было. Я приехал утром почти ни души, одни пенсионеры, которые бегают. Много пожилых людей, молодых мало. Но это было первое впечатление, потому что это было рано утром. Уже днем, когда я вышел, было более людно, открылось много кофеен. Ну, это все одна и та же кофейня, просто они распространились по городу. Это Surf Coffee, офигительные кофейни, обязательно рекомендую вам посетить, когда будете в России. Ну и также некоторые общественные пространства улучшили. Но в целом, конечно, город маленький и, наверное, скучноватый. Хотя вот этот плюс
плане погоды это огромный плюс. Особенно я понял, когда я вернулся сюда, в Новосибирск. Это было пару дней назад, но вот я уже здесь. Вот я записываю этот выпуск, мерзну, но тем не менее я решил все-таки остаться здесь до лета, чтобы доделать все свои дела. Слава богу, я выбрался хотя бы на неделю в тепло, съездил на юг. Мне все супер понравилось. Всем рекомендую посетить обязательно и Армению, Ереван, и Грузию, Тбилиси особенно. Рекомендую присмотреться к городу Нальчику. Владикавказ тоже очень красивый город. Ну и Сочи. Сочи — это святая святых. Ехать туда надо желательно весной или осенью. Тогда будет не сильно жарко и уже достаточно тепло и комфортно. Спасибо, что слушали, спасибо, что смотрели. Отдельная благодарность спонсорам, тем, кто поддерживает проект. И еще отдельной благодарности тем, кто поддерживает на Бусти. Ну и я совсем забыл сказать, что я провожу уроки по разговорному русскому. Если хотите тоже развивать свое говорение на русском, хотите обсуждать интересные темы, то записывайтесь ко мне на Бусти. Есть абонементы, урок в неделю или 2 урока в неделю. Ну или если хотите разовые уроки, то можно на сайте записаться. Подписывайтесь на мой Инстаграм и ТикТок, там каждый день контент, вот эти вертикальные ролики на русском с субтитрами. Об этом тоже отдельный выпуск запишу, почему я начал еще этим заниматься. Ну и все. Всем хорошего дня. Пока-пока.